от меня отказались родители. До какого-то возраста я не понимал, откуда я взялся. Что ты вспоминаешь о детском доме? Били ремнем, шпарили кипятком. Вечер, время отбывать свои наказания. Гош, ты сейчас правду говоришь? Я на это смотрю со слезами на глазах. Это норма? Это норма. Стажкам нужно почесать об кого-то кулачки. Какое Не дело? слушался, воровал, выпивал. Ты сам понимал, что ты Да. творишь? Я из детского дома. Меня плохо кормят. Корзиночку все кладу тихонько. Ты- Братья, стол накрыт. Тебя никто не хотел забрать в семью? Женщина просто меня перепутала с партнером. Я даже ногу, Гош, свела. Подкладываясь ко мне в кровати, и мы смотрели сцены в фильмах 18+. Забери меня, или я сбегу. Добрый день, меня зовут Галина Теряева. Я продолжаю цикл интервью о детях из детского дома. И сегодня у меня в гостях Гоша. Гоша практически всю свою жизнь прожил в детском доме. И только 8 лет назад его нашла приемная мама, известная писательница Диана Машкова. Свою историю он расскажет сегодня сам. Подписывайтесь на мой канал и ставьте лайки. Гош, ты из какого города? Слава богу, я родился в Москве. Так, и что с тобой случилось после рождения? После рождения, есть две истории. Так, Первая история, которую для начала знал я, а вторая история, которую мне уже рассказали. ага. Первая история — это то, что я родился, и попал сразу же на плечи государства, от меня отказались родители. Угу. Вторая история практически такая же, но только здесь моя тетя Так. родная уговаривала мать, чтобы та отказалась от меня, потому что тогда были 90-е, Угу. и было сложно прокормить даже двух детей, которые у нее были, это мои братья кровные. Вот, а тут еще и я на свет попался. А тогда отец умер уже до К моего тому моменту рождения. уже Да. до рождения. И мама воспитывала вас одна. Ну, получается, осталась. Да, их Осталась одна. воспитывала. Да, осталась одна с 3 детьми. С 2. И тут я появляюсь на свет. Осталось бы с 3, но в итоге с 2. И та согласилась и сдала меня на попечительство государству. Что-то известно о маме? Мама, да, известна. Она умерла, когда мне было 14 лет, потому что после отказа не смогла жить нормальной жизнью дальше. Когда погибает твое дитё, у тебя понятно то, что Ну да. переворачивается весь мир. И у Угу. нее опухоль головного мозга, Угу. что-то там с мозгом было связано. И после того, как она меня увидела, когда мне было 14 лет, она не пережила это и умерла. То есть вы с ней встретились в 14 лет? Она со мной встретила. Она Я тогда тебя сидел в видела. машине своего брата, Угу. родного, кровного, и он вышел просто прогуляться до магазина и обратно, Да. но на самом деле там стояла мама и смотрела на меня. Но ты с ней не поговорил. Я ее даже в глаза не видел. Мне Ну, брат все рассказал. Гош, скажи, а как такое могло произойти? В общем-то, здоровый ребенок, да, родился здоровый ребенок, его отдали в детский дом. И, по сути, очень много людей хотят забрать малышей в детский дом здоровеньких, и все, и они сразу попадают в семью. С тобой этого не случилось. Эх. Что произошло? И почему так? Вернемся в те времена. Да. Тогда было тайное усыновление, и взять ребенка под опеку — это было что-то с чем-то, то есть тебя будут осуждать. Угу. Далее каждому воспитателю нужно было рабочее место. Если детей всех разберут по детским по семьям Да. из детских домов, то у них не будет рабочего Понятно, места. да. Вот. Ну, а дальше это, конечно же, ты не похож на нас. Как мы тебя можем забрать? Ты плохо себя ведешь, как мы тебя можем забрать? Гош, что ты помнишь, вообще, что ты вспоминаешь о детском доме? Большой срок у тебя, прям сколько, 15-16 лет, да, ты прожил в детском доме. Огромнейший просто путь ты прошел. Били ремнем, шпарили кипятком для того, чтобы... Кто? Воспитатели. Ты серьезно сейчас говоришь? Да, ставили ванну. Как это было? Что это? Вечер. Время подмываться. Воспитательница, грубо говоря, записывала все в свой черный блокнотик, кто сколько раз провинился. И потом, вечер, время отбывать свои наказания. И ставила всех, кто провинился, в ванну комнату и шпарила кипятком. Гош, ты сейчас правду говоришь? Да. Скорее всего, это был контрастный душ.
потому что ожогов никаких не было. Ну да, вот Но вспоминается боль. вас Когда она за работала. провинности какие-то жгли кипятком. Бывало жгли кипятком, бывало засовывали на антресольный этаж, и мы там сидели половину ночи. Те, кто отказывался спать, долго не засыпал, мы любили пошептаться ночью. Вот, и нас просто засовывали в антресольный этаж, и бывало даже забывали про нас, мы там сидели. Один мальчик решил сломать систему, оттуда выпрыгнул. Это и- шкаф какой-то? Это шкаф, да, с 2 отсеками. Первый отсек там, где мы хранили свою одежду, курточки, комбинезончики. А антресольный этаж там, где хранятся та одежда, которая не нужна. А как вас туда могли посадить? Но этот отсек был для нас, а не для одежды. Подожди, ну каким-то образом вас же Вот туда нужна. я сам в шоке. Как они нас туда сажали? Мы же были все-таки уже детины. Ну да, это сколько уже было лет, наверное, 8-9? Не. Это же еще до сих пор в дошкольном отделении. Это нам было лет 3-4 года. То есть вы были такие маленькие, вас так наказывали? Да. Вот Ну она это реакция, шок, Гош. Шок просто. к сожалению. В 4 года ребенка наказывать, обливать кипятком? И самое главное, что ты это еще помнишь, понимаешь? Обычно дети там в 3-4 годика, они вообще не помнят вот этих подробностей Как абсолютно. говорится, самое худшее остается на всю твою жизнь. Мгм. Бывало, били ремнем, но это совершенно нормальная практика. В трусы крапиву засовывали. Но это же не воспитатели делали. Это воспитатели делали в дошкольном отделении. То есть детство такое было бурное. Как я вырос нормальным, Еще и стал гувернером. еще я стал гувернером. Как у тебя складывались отношения с твоими Соратниками, друзьями. соратниками, друзьями, да, с которыми ты жил вместе? Слава богу, все было прекрасно. Мы как собрались своей кучкой в дошкольном отделении, этой же кучкой мы перешли в более старшее отделение, уже детский дом называется это отделение. И все, сколько я там, 9, шучу, 8 лет пробыли там вместе. С новенькими у нас, правда, были взаимоотношения натянутые, потому что мы понимали то, что они из семьи, и надо их сразу как-то к стеночке, чтобы они здесь не выпендривались. Но мы были друг за друга горой. Мы все вместе против домашних были. А что такое которые- против домашних? Дети, которые приходили, которых из То есть вы были дедами, можно сказать. Мгм. ветеранами. Вы были ветеранами. Да, приводят какого-нибудь ребенка, да, из семьи. И что? Какое к нему отношение? Для начала он проходит огонь и воду. Испытания, скажем так. Если выстоит, давай к нам, в компашку. Не выстоит, будешь белой вороной до конца. Мгм. Какие испытания вы для таких детей устраивали? Ну, обычно это бойкоты, мы подставляли в разных ситуациях. Например, если я там и один из соратников, мы что-то там своровали из кладовки, то на него все сваливали. И его потом били, избивали. Какие-то физические упражнения сложные, выматывающие он делал. А мы стояли в сторонке, и это не мы, это все он. Но ты сейчас как, Да, Гош, своего. вот как ты сейчас оцениваешь свои поступки, которые у тебя тогда были? То есть, по сути, ты тоже был соучастником вот этой всей истории. Как я на это смотрю? Я на это смотрю со слезами на глазах. Потому что я понимаю, что это неправильно. А как по-другому? Так ты выживаешь, так ты себя развлекаешь. Ты мог обидеть кого-нибудь тогда? Подставить? Подставить скорее да, но физически нет. У меня как-то так с детства то, что давайте лучше словами поговорим. Ты хотел семью, Гош? Ты вообще мечтал о семье? Когда я узнал, что вообще существует семья и что такое семья, потому что до какого-то возраста я не понимал, откуда я взялся. И реально, если семья... А ты вообще это что понимал, такое? кто ты, где ты? Нет. Я жил здесь и сейчас, я такой, кормят, здесь тепло, одевают, мне весело, мне хорошо, все. Мгм, о чем думать, да? Да. А когда ты узнал о том, что вообще существует семья? Когда к нам начали приводить новеньких из семьи, и они начали говорить, что мы из семьи.
Они начали рассказывать вам? Да, свои истории, почему они попали в детский дом. Это В какой момент, Гош, ты начал интересоваться? Так, семья. Значит, должна быть мама, должна быть папа. Мгм. И Точно на этот вопрос я не смогу ответить. Это как-то так вот случилось и пошло-поехало. В первый, второй, третий. Ну, третий, четвертый класс я уже начал думать, ага, я хочу в семью. Мгм. Я хочу в семью. И, скорее всего, не потому, что это будет моя семья, а потому что это другие совсем, другая совсем атмосфера. Там, где ты один и вокруг тебя. А здесь, в детском доме, я всегда был, Вас много, да? да, это все, и я где-то тут. Мне кажется, так переживал каждый и переживает. Да. То, что я не одно целое, а где-то я там нахожусь. И чтобы меня увидели, меня заметили, мне нужно что? Плохо себя вести, воровать, бить и много всего делать. Для того, чтобы меня увидели, заметили. У тебя была история очень интересная, я читала в твоей книге, женщина, которая тебя забирала, Мгм. ты играл у нее, она была великолепная, очень тебя любила, но почему-то не сложилось. Что? Я не знаю. А ты расскажи эту историю. Когда мне было, так, это сколько? Вроде бы 3. Мгм. 3 года пришла какая-то тетя и называлась моей родной тетей Ирой. И начала меня брать на гостевой режим. Потом мы перешли на выходные. Мгм. Скорее всего, у нее к ней было потребительское взаимоотношение, потому что я не понимал, что такое семья. И что Ну, в значит 4 года, мне любовь. кажется, вообще ребенок в Потребитель. принципе. Мгм. Потом в какой-то момент, я нажал на кнопку. Прекрасная кнопка, горит красным цветом. Вау! Тетя Ира! Кнопка. Она такая, что ты сделал? И через несколько минут приезжает полиция. Ну, А что за кнопка была? видимо, СОС. Вот. И после этого еще одни выходные. Тоже что-то, не знаю, что именно произошло, но после... Это были мои последние выходные. Она сказала то, что к ней приезжает родня, и поэтому ей бы не хотелось, чтобы они видели меня. Ну и закончилось все. Потом меня приходил забирать просто на выход из детского дома, погулять где-то там в зоопарке, еще что-то, мужчина. Так. И потом уже в 10-11 лет, не помню уже точно, я узнаю то, что это был педофил. Как-то его вычислили, потому что он был в розыске. Скажи, а ты приходил к нему в семью или ну, домой к нему Нет. или нет? Мы были только за пределами детского дома и Встречались с на ним? улице, да. Мгм. В зоопарке, цирк, что-то такое было. Но домой, слава богу, Ну да, что я все не это. был. Ну, я не помню этого. Возможно, мы заходили, но я этого не помню. Мгм. Скажи, что за 15 лет, вот кроме этих 2 историй, у тебя не было, ну, тебя никто не хотел забрать в семью? Приходили ко мне, смотрели разные семьи. Вот, Ну, ты же такой коммуникабельный, веселый, добрый, открытый очень. это мои ресурсы для выживания были. Приходило очень много семей посмотреть. То точно помню, где-то 7-8 штук родители. Но воспитатели все время говорили черноту про меня. И родители... Тогда не было ШПР. Тогда родители не Школа могли... приемных родителей, да? Школа приемных родителей. Тогда они не понимали, почему ребенок вынужден вот так вот себя вести, почему он так ведет себя. А как ты себя вел, Гош? Я вот сейчас смотрю на тебя, но даже не могу представить, Просто не слушался. что ты мог такое Не делать. слушался, воровал, потом уже, это подростковый период, очень много выпивал, В детском доме? да, воровал. А где вы... выпивку. Ну, подожди. Воровал. Как ты мог воровать? Нас выпускали за территорию с 12 лет. Так. Ну, у нас как бы проход в город был открыт. Это потом уже говорит, что вот пиши заявление и выходи. А так, до этого момента ворота были всегда открыты. Дядя Саш, выпусти, окей, и ты выпускаешься. Так. До 21:00 должен прийти. Все. Что ты воровал? И Я- как ты воровал? И почему тебя никто не поймал? Пересмотрел боевиков. Поэтому делал это хорошо. Искусно. Искусно. Камера. Ага, там нет камеры. В корзиночку все
кладу тихонько. Ага, иду в уголочек, снимаю портфель, складываю все туда, закрываю. Ну, Да, и как ты проходил мимо? спокойно, тогда еще не было магнитных рамок. Не было, да? Да, потом пришлось, конечно же, переучиться, когда я уже магнитные рамки поставили. То есть у тебя уже на поток это было поставлено, да? То есть ты... Братья, стол накрыт. Собираемся Гош, по ночам. правда рассказываешь? Это Да. было, ну что, это был каждый день, что ли, воровство? Ну, не каждый день, когда удавалось выйти за территорию. Для начала это начиналось по мелочи. В кармашек там живатички, конфеточки, сникерс. Еще что-то, еще что-то. А потом, когда я понял то, что меня не видят, меня не замечают, я могу взять больше. И когда мы перешли уже в общеобразовательную школу, я выносил пакетами. Я не знал, как меня не замечают. Я такой, господи, пусть меня заметят, я хочу уже остановиться. Но не замечали. Ну ладно, вру. То есть ты сам уже, Гош, ты сам понимал, что ты творишь? То, что это весьма плохо. Да. Но мне нужна именно была вот прям... Чтобы тебя кто-то схватил. Да, схватил прям за шкирку. И вот, чтобы пройти вот эту всю агонию, еще что-то, этот сумасшедший стресс, Да. тогда я точно остановлюсь. Меня несколько раз ловили, Да. но я вот так вот. Я из детского дома. Понятно. Меня плохо кормят. Угу. Актер какой, Да. Пожалуйста, прирожденный. отпустите, меня будут бить и избивать. Хорошо, тебя иди. отпускали, да? Угу. Больше так не делай. Хорошо. Гош. И все. А потом Да. остановили в спортивном магазине, когда я делал уже заказы. Мне мой соратник заказал так: сопри мне куртку, шапку. Ого, то есть ты что-то уже... собирал заказ. Да. Закатывайте. Вот. И он мне оплачивал это. Офигеть. И, конечно же, оплачивал копейками. Я потом уже это понял. И когда понял цену этим деньгам, этим бумажкам. Угу. Вот. И тогда меня остановили. Там дошло до суда. Но, опять же, слава Тебя богу. забрали в полицию или нет? Да. Разбирательства были какие-то? Для начала в эту комнатку, там позвонили замдиректору, потому что директор ему не мог ответить. И замдиректор сказал: Ганжу в окошко. Он нам не нужен. Я сижу такой, ё-моё. Вау, круто. Угу. Меня забирают в полицию, потом уже приезжает моя воспитательница, такая: Ганжу. Не удивлена. Ну, а потом начались судебные разбирательства. Слава богу, судья дотянул до амнистии, и меня выпустили. Праздник 9 мая. Ну, в плане разорвали. Гош, получается, ты говоришь, что ты выпивал. То есть можно было в детском доме пить спиртное? Ну, не в открытую, конечно. Я понимаю, не в открытую, но где-то его нужно было взять, опять же. Опять же таки, Все таким же способом? все таким же способом. Ну, а на что 400 рублей? На пиво, но кроме пива еще хочется закусончика. А если ты это все сразу купишь, у тебя все, в течение месяца больше нет денег. А хоть каких других удовольствий. Воспитатели видели то, что Конечно, происходит? видели. А как они к этому относились? Ганжу, иди в комнату. Спи. К тебе потом придут старшие и поговорят с тобой. Гош. Это было стрёмно. Но а когда ты выпиваешь, ты находишься в такой нирване, и в тебя это ударяет, всякие эти гормоны, радости, ты в этом находишься, и в этом проживаешь. Кайф такой, да? Кайф от жизни. То есть вы И тебе кайфовали. это нравится. Гош, ну слава богу, в какой-то момент жизни что-то поменялось, и тебя увидели, наконец-то тебя увидели. Да? И тебя увидела будущая приемная мама Диана Машкова, писательница, очень известный человек, бывший руководитель фонда «Арифметика добра». Как ты ее встретил? Сначала это было... мы встретились с моей будущей сестрой приемной, моей же, скажем так, соратницей, которая была в моем детском доме, и мы жили на одном этаже. Ей нужны были сигареты, мне были нужны сигареты, и мы стояли, искали прохожих, кто бы нам зашел, купил их. И что-то разговорились, она говорит: слушай, а меня забирает приемная семья, я езжу к ним домой. Я такой: а что за семья? Да. Да вот, писательница, у них там огромный дом, Да. в 3 этажа, там. То есть ты представил себе У сразу, меня сколько благ ты получишь. по этим кинофильмам я, что представил, конечно, фрустрация была, но
было все равно приятно от увиденного. Ну и потом как-то случайно это произошло. На выходе из детского дома я увидел мою будущую сестру, и рядом с ней какая-то женщина. Так. В разорванных, поношенных сапожках. Ну, вообще что-то как-то далеко от моих представлений это все было. Вот и я... Здравствуйте, меня зовут Гоша, я прочитал вашу книгу, а вас зовут как? Диана Машкова? Да. Ты пишешь? Да, я пишу стихи. Я умею писать стихи. И как-то в ВК начали переписываться, с натяжкой. Вот, потом она начала водить меня на разные фондовские мероприятия. То есть ты запал как-то ей в душу, да? То есть она тебя... Она была в роли спасительницы. Вот какой-то милый человечек, Серьезно? который выпрыгивает из штанов, хочет семью, ему надо помочь. И она начала Пишет меня стихи, такой талантливый просто. списывать стихи, Списывает. точнее сказать, с интернета. Вот, и она меня начала водить на разные мероприятия, которые устраивал фонд арифметики добра. И потом мы там встретились с одной женщиной, которая искала себе ребенка. Так. Диана нас познакомила с этой женщиной. Я так вот он, этот образ, про которого ты мне говорила. Матери. Обращаясь к своей будущей сестре. Но в плане то, что вот на нее я смотрю и вижу то, что она богатая. Так. Точно обеспечит мою жизнь. Мы с ней начинаем все ближе знакомиться. В парке распиваем алкогольные напитки, она мне покупает С этой сигареты. женщиной? Да. Я думал, ну все. Это твоя мечта, то, о чем Да. ты... Да. Вот это вот. А лучше мечтать и невозможно. Потом в квартиру пригласила. Я такой, как все прекрасно. Потом я уехал на летние каникулы в приют. И она меня оттуда забирала, и потом в итоге оформила опеку. И я начал у нее жить. Дальше пошли последствия. То есть она взяла тебя истории. под опеку. Она взяла меня под опеку. Так. Мы до сих пор еще имеем связь с Дианой. Она спрашивает, сопровождает меня, в общем, все эти дни, пока я был у этой женщины. И в какой-то момент я понимаю то, что происходит, это ненормально. Женщина просто меня перепутала с партнером. Она не задумывалась вообще о ребенке, а здесь я, такой красивый, смуглый молдаванин. Вот. А сколько женщине было лет? 45 плюс-минус. Вот. А тебе? А мне тогда было 15. 15. Я еще не соображаю, у меня А как своё. она, скажи, как она проявляла свою любовь к тебе? Так назовем это. Какие-то соблазны, короткие сорочки. Когда была в таком легком состоянии после алкоголя, подкладывалась ко мне в кровати, и мы смотрели сцены в фильмах 18+. И потом она мне подарила телефон. Это был мой первый телефон. Я пока это все переживал. Я даже ногу Гош свела. Купил мне мой первый телефон. Я его поцарапал случайно, потому что я не умел тогда обращаться с вещами как положено. Для меня это все было временно, потому что понятно, да. когда нам дарили эти, как их зовут? Спонсоры, да, всякие игрушки, это было на время. Вот сейчас я попользуюсь, продам. Все. Или у меня все равно кто-то заберет и разобьет. Мне это зачем нужно? Вот. И она устроила истерику, обозвала меня просто всеми возможными словами в трубку маме, Диане. Диане, да. Пока что еще Диана в этой истории. И потом я сел и подумал то, что вообще все не так, как должно быть в семье. Я не вижу в ней мать. Я вижу в ней даже не друга, да, просто женщину, с которой я живу. Там еще бабушка была и собачка Соня. 3 женщины вокруг меня. Я такой, спасибо, но нет. И начал говорить Диане, то, что забери меня, или я сбегу. Она, сбегать никуда не надо, давай вдох-выдох, еще чуть поживи, может, все это. А я уже все, я не мог там жить. Меня прям вот так вот штырило. Потому что я услышал в свой адрес те слова, которые, по моему соображению, не должна вообще говорить мать.
И потом еще вот это, то, что было сексуальные подтексты. Меня просто... Я такой, в комнатку закрыться, все сидеть. Ну да. Иди у кушай. тебя уже страх А ты был. ушла? Да, да. Вот. И в конечном итоге через психолога, через органы опеки я перешел к Диане Угу. с Денисом. То есть в тот момент Диана была в курсе вообще всей этой Всего. истории, да? Всего. И она понимала, что с тобой происходит, и взяла ответственность на себя, и, в общем... А куда ей деваться? Она еще до сих пор в роли спасительницы. И все, я попал в эту семью. И я благодарен этой семье, что они меня приняли. Это был мой первый Новый год в семье. Мгм. Вау! А вот что ты увидел? Салатики, понятно. А вот отношения между... Любовь. Между двумя абсолютно разными людьми, Дианой и Денисом, Мгм. была любовь. И вот что ты осознал за время... Мне кажется, что ты в короткое время понял вообще, куда ты попал. Я осознал, что такое семья, как она должна быть. Да. Если, сидя в детском доме, я думал, так, все, стукнет 18, надо покончить с жизнью. Потому что, я дальше цели вообще не вижу. Куда я выйду? Я выйду в никуда. Мне это надо? Нет, не надо. Спиться, снаркоманиться я не хочу. Я хочу легкий способ уйти на тот свет. Не знаю уже куда, вниз. То есть ты уже в детском доме решил для себя такой... Я не думал о будущем. Ага. Попав в семью, я уже мог себе представлять, какое будущее я хочу. Мгм. Потому что я попал в здоровую атмосферу. Там только для меня был один выход. На тот свет. Все. Но семья говорила то, что мне нужно. Спасла. Ну да, говорил. Лелеяла любовью. Мгм. И я начал думать о своем будущем. Чего я хочу от этого будущего своего. Когда ты назвал Диану мамой? И когда ты почувствовал, что это твои родители? Вот когда вот прям сердцем. Потому что назвать можно и сразу, но когда вот эта привязанность у тебя появилась. Мам мы называли всех окружающих, кто нас окружает. Мам. Понятно. Потому что имена, отчества слишком длинные, и запоминать их сложно. Все мамы в детском доме. Да, и это легко. Легко. Ма. Привязанности никакой не выстраивалась. Поэтому, когда я начал называть маму мамой, это было для начала просто, потому что легко. Диана. Как-то неудобно. Ма. Дай денег. Да. Первое, что сказал. Конечно. Потребительские взаимоотношения. Где тут покушать есть? Грубо говоря. Спасибо. Потом уже пошло мама, и уже осознанная мама. То есть ты реально моя мать. И я понял, что здесь меня любят, реально любят и принимают. Я хочу здесь быть. Они мне прощали все. Как любящие родители. Как понимающие то, что я не идеальный человек. Хотя на фотографии, наверное, я идеальный. Очень. Кажется, такой милый. У тебя была жесткая адаптация у них? Или вообще не было никакой адаптации? Благодаря женщине, которая была перед ними, мне кажется, и сами родители доказывают мои слова, то, что адаптация была мягкой. То есть зашел домой, как будто уже к себе. Это мой будет стол, да? Да, хорошо. Здесь я буду все время садиться кушать. Там моя комната? Прекрасно, спасибо. Все. Мам, папа, где есть родители? Сразу адаптировался. У тебя были моменты, когда тебе хотелось от них уйти? Конечно. Были. Это первые кризисные моменты, когда они не делают то, чего хочу я. Убираться. И обязанности, когда Обязанности, начались. Обязанности, конечно, сразу начались, но тогда я, ангелочки, я выполню все, что вы скажете. А потом, когда уже все. Опять с Дасиком сидеть? Дасик — это младшая сестра. Я только за деньги. Вот так. Нет, мы тебя кормим? Кормим. Оплачиваем твою батарею, по которой течет вода. Оплачиваем. Сиди с ней. Я не хочу. А еще полы нужно помыть, например. А еще на кухне полы, а еще в прихожей, а еще туалет. Знаете, лучше меня обратно. Я не хочу. Я как маленький там ложился. Истерил, да? Да. Особенно, когда эта тема заходила про учебу. Садись, учись. Тебе скоро экзамен дать. Нет, я не хочу.
задолбали уже со своими этой учебой, обязанностями, верните лучше. Потому что что, в детском доме можно сказать? Конечно. Спугнитесь, пожалуйста. Все, да. И все, спасибо. С Дианой как вообще сложились взаимоотношения? Она, как говорится, подпитка для всей корневой системы и для самого растения была в случае меня. Потому что первый человек, который меня принял, это была она. Хотя именно папа принял решение взять меня в семью, и он предложил это всем. Давайте возьмем в семью, потому что он еще никогда не отмечал Новый год в семье. Я потом об этом узнал. Я подумал, это мама была инициатором. А тут папа. Я такой, папа? What? Вот. И очень все легко было. Мы понимали друг друга с полуслова. Ага. Понятно. Окей. Она давала выбор, и не было какого-то вот прям наотрез отказа. Ты не хочешь, да, это? Давай подумаем, почему ты не хочешь это? А возможно что-то другое? Видишь, есть возможность. И любовь. Любовь, оно все перекрывает. Божья заповедь. Любите. Да. И у нее это получилось. И у нее это И у тебя тоже. Это было такая синергия, очень, конечно. очень странно, но у нее получилось любить меня. Это чудо. И у меня получилось, это как ты правильно заметила, сказала, полюбите ее. Я на вас смотрела со стороны, как развивались ваши отношения. Вы появлялись в арифметике добра. Вообще вас очень много показывали. Особенно, когда вы решили выпустить книгу, когда ты решил написать свои заметки, а Диана это все оформила в книгу. Конечно, было много внимания. И когда на вас смотрела со стороны, было ощущение, что вот сын. То есть не было, что это прям вот сын. Это не какой-то там приемный ребенок, а это сын. И вот это, конечно, заслуга Дианы. Аминь. Да, заслуга Дианы. Гош, почему ты решил написать книгу и почему ты решил рассказать о себе свою историю? Зачем? Кому она нужна? Она была в первую очередь нужна была мне. Это такая книга-терапия. И серьезно, это помогло мне расставить все на свои места и осознать, почему это произошло. Нормально ли это или это ненормально. То есть поднялся над своей жизнью чтобы и поглядеть на нее и понять, да. что какая она интересная, но ужасная. И поменять ее, переписать, скажем так. Потом уже я понял, что она реально полезная для других приемных родителей, которые хотят принять ребенка в семью. То есть это такой... Читатель может заметить, как все меняется. Что было в самом начале и что в итоге будет. То есть когда приемные родители будут приходить в детский дом, в моем случае это было то, что меня обливали грязью, и они уходили. Здесь обольют грязью, и они скажут, да, хорошо. Плохо ведет? Отлично. Ворует? Браво! Кто из нас не матерится? И так далее. И все. И будут и они осознают, что ребенок именно в этой системе такой. В другой системе он будет совершенно другим. Он будет свести. Вот для этого нужна была моя история. Как складывается жизнь у твоих сокурсников, назовем их так, вот ребят, с которыми ты жил в детском доме? К сожалению, не радужно. С некоторыми ребятами я вплотную контактирую. А что с ними происходит? Они лежат дома, брюхом кверху, алкогольная зависимость, у кого-то наркомания, скитаются. Они не могут понять свое призвание в этой жизни. Кто они и что им нужно. Готовить некоторые умеют. И бывает даже вкусно. Научились, да? Да. Я же говорю, выживание. А найти работу и нормально работать... И реализовать себя, да? Да. Я пока что не встретил тех, кто вот цепился и начал подниматься там по карьерной лестнице, еще что-то. Таких нет. А почему это происходит? Потому что они не понимают, чего они хотят. Они не понимают, где они должны быть. Опять-таки, какое их призвание. Ты реально хочешь работать грузчиком? Ну а где я еще понадоблюсь? Буду грузить вещи. Ты реально хочешь там этим
Как это называется-то? Тут доставкой работать. Ну, А что я еще могу, да? платят и хорошо. Как ты понял, что ты что-то можешь, что ты что-то значишь? Все было по наблюдениям с маленькой взаимодействия с маленькой сестрой. Угу. В семье была младшая сестренка, ей тогда было 3 года. И что-то я вместе с ней проигрывал свое детство. Угу. То есть тоже ползал на коленочках, вместе там что-то играли, грызли, изучали. Угу. И потом, ну все, ты 9 класс закончил, говорит мне мама, пора в колледж идти. Я такой, окей. Она приносит мне стопку разных там бумажках, где меня могут взять на бесплатной основе. Угу. И мы отсеиваем, что мне подходит там реконструктор, что-то озеленитель, повар, это точно все не мое. Это, конечно же, интересно, но это не мое. И остается папочка педагогический колледж. Я такой, точнее мама, ну ты, Стасик, хорошо коммуницируешь. Может, пойдешь? Я такой, ну, хорошо. Потом я уже туда прихожу и вижу много девушек. Я такой, я туда попал, да? Куда надо. в свой, как говорится. Ага. Вот. И дальше То есть ты закончил педагогический колледж? закончил педагогический колледж. И вот на 4-м курсе, когда у нас начала практика, я влюбился в эту профессию. Я такой, да. Потому что я опять посмотрел на себя, на свою прошлую жизнь. Да. И я точно сказал, это фигня была. Это такая жесть. Хочется матернуться, чтобы описать все, что было. И я хочу, чтобы моя семья была здоровой. Взаимоотношения с женой были здоровые. Если взаимоотношения с женой здоровы, то и с ребенком они будут здоровы. Конечно. Я хочу семью. Угу. А как мне создать это здоровые взаимоотношения? Нужно учиться. Тогда я познакомился с методикой Марии Монтессори, с теорией привязанности по Ньюфолду. И я такой, вау! И все, и начал работать в разных семьях гувернером. Хотя для начала года отработал. Слушай, вот интересно. Но в чем прикол? Не просто так я шел в семьи. Оказывается, я еще не забрал у моих родителей. Угу. Поэтому потом мы уже просто сели с Дианой, с мамой, и поговорили, почему я иду работать в семью. Семью. Вот почему у меня такая тяга. Оказывается, потому что я хотел Добрать, да? Да, вот то, чего посмотреть где-то не на получил. разные семьи. То есть я побыл здесь, здесь так круто, так, а здесь как будет? А здесь чем кормят? И Бог мне так предоставил, то, что у меня были разные классы, разный возраст детей, разные истории людей. И я этого все такой, вау, круто, круто, круто. И везде... И у тебя, видишь, как все пошло. То есть, в общем, карьера. И карьера. Складывается карьера. Да? То есть у тебя получается, ты растешь, уже, собственно, у тебя есть клуб Монтессори, у тебя приходят дети, ты уже руководитель. Значит, ты идешь в правильном направлении, Гоша. Значит, да. И слава Богу, что Слава все так Богу. складывается. Гош, ты веришь в Бога? Да, да. О чем ты, если можно, о чем ты молишься, о чем ты просишь у Бога? Что ты просишь? У тебя уже все есть. Нет, еще не все есть. Еще не все. Самая искренняя молитва и желания, которые были раньше, это, конечно же, чтобы каждый ребенок нашел свою семью. Потому что семья — это важно. Ну, а сейчас молюсь о жене, сестре, чтобы тоже любила Господа всем сердцем и всем разумом. Потому что только такие люди могут выстроить реально прекрасные, здоровые взаимоотношения, к сожалению. Ну, возможно, есть прекрасные браки, где нет Иисуса. Но хотелось бы, чтобы там тоже был Иисус. Гош, какую ты семью свою? Ну, хотя бы приблизительно представляешь. Свою половинку, не знаю. Сколько детей ты хочешь? Ой, сколько детей. Я тут себя поймал на мысли, что я хочу тоже служить приемным детям. Вот так. И взять к себе в семью приемных детей. Угу. И что самое меня, конечно же, удивляет в самом себе — подростки. Потому Подростков. что они самые сложные, самые интересные. И это потрясающе. Потому что они сейчас в той же самой ситуации, в какой я был тогда. Угу. А что дальше? И показать им, кто они есть.
Пока что я маленьких мотивирую. Давай, Да, ты сможешь, давай. А здесь будут подростки, это совсем другое. Это со своим багажом, со своими травмами. Ну, это работа такая Это очень серьезная, как родители с такими детьми, ты же понимаешь. Поэтому- Ну, может быть, тебе это надо тоже пройти. Да, скорее всего. Отучился уже на специалиста по травмам сирот. И уже... Потом следующая ступень это ШПР. Ну а потом Ну, а потом уже еще найти семью, половинку свою и вперед. и можно. И можно брать можно фотографии. начинать новую жизнь. Гош, спасибо тебе большое за разговор. Спасибо тебе за то, что пришел, за твою откровенность, за твою искренность. И что я тебе могу сказать? С Богом. Желаю тебе, пусть у тебя прям будет вот удачный твой будущий путь. И сложится семья. И ты исполнишь свою мечту и возьмешь детей. И мы снимем уже потом программу уже с твоими приемными детьми, будем рассказывать их историю твою. Спасибо, Гоша. Друзья, подписывайтесь на мой канал и оставайтесь всегда такими же неравнодушными.